Приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Прогноз Таро на декаду, на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь и что вам предстоит организовывать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Или как изменится ваша реальность? У нас сегодня две колоды. И первая колода — новый оракул, оракул Сибилла. И вторая колода — это карты Таро, ангелы или ангелы-хранители. Но вначале мы узнаем, что же нам подскажут карты оракула Сибилла. И это будут несколько направлений или несколько сфер жизни по заведенному порядку, который установлен, понятно, не мной. И мы достаем первые 4 карты из этой колоды и смотрим, что нам будут подсказывать карты. Первая сфера — это деньги и бизнес. Вторая сфера — здоровье тела и случайности. Третья сфера — ваши достижения и профессиональная деятельность. Четвертая — любовь и личная жизнь. Перемешаем карты и снова достанем 4. И вот эти 4, которые мы с вами достали сейчас, они будут больше говорить о том моменте, в которых, или энергиях, в которых мы войдем, вы войдете, мои дорогие скорпионы, на период где-то 10, 11, 12, может быть, даже января, то есть начало периода нас интересующего. А вот вторые 4 карты, как будут разворачиваться события, по мнению оракула. И снова сфера денег и бизнеса, сфера здоровья тела и не случайных случайностей, может быть и так, ваша работа и ваши достижения. Достижения могут быть по части документов или те планы, цели, которые вы поставили. И четвертая наша стопка — это личная жизнь и конкретно любовь. Давайте будем узнавать, какие энергии, деньги и бизнес. Ух ты! Свадьба, мои дорогие, матримонио. Эта колода, главное не сказала, призывает нас соединить значение карт, которые я прочитаю. Ну, вот я сказала, матримонию — это свадьба. И вот то изображение, которое указано. Нам нужно быть великими практиками, чтобы где-то не замечтаться, потому что оракул больше именно на конкретные действия или на ситуацию рассказывает, поясняет, или мы будем предполагать, что может быть. Это какая-то процедура, будем говорить, если мы рассматриваем свадьбу, или какой-то процесс согласований, подписаний важных документов, может быть, соглашений, но и может быть по части личной жизни. По части личной жизни, хоть мы спрашиваем про деньги, может быть и изменения в личной жизни, которые ведут к тому, что вам придется пересматривать свою сферу финансов. Или оставим в покое личную жизнь, тогда, опять же, какой-то регламент, порядок, предусмотренная система иерархии, она включается в те вопросы, которые касаются ваших финансов. Может быть, важные согласования. Мы к чему-то должны подготовиться. Кто-то из вас может готовить конкретный отчет, и вы тут не можете что-то изменить, потому что порядок уже он предопределен. Может быть, это какие-то налоговые отчеты, или вы готовите декларацию какую-то, ну и самые направления разные по деньгам, которые так или иначе должны согласовываться в какой-то порядок, складываясь, и одновременно ну, где-то плясать с законами или тем, что предусмотрено. Давайте мы посмотрим по части здоровья тела и неслучайные случайности. Ага. Немико — враг. И не обязательно, что есть какой-то враг. Это наши могут быть и предчувствия. Хотя, если эта карта выпадает, поверьте, лучше быть внимательному. Мы говорим про неожиданные какие-то события, и значит, мы можем столкнуться с какими-то людьми, которые ведут себя для нас несколько неожиданным образом. Мы — это вот словно прообраз этого человека молодого, который, ну, вот так совершенно спокойно приближается вот к этой персоне, которая скрыта, он ее не видит. Но в то же время, если мы присмотримся к этой карте, надеюсь, видно. Я даже не знаю, что это за предмет, может быть, это трость или как палка какая-то, да. То есть, если мы приближаемся, то и будем очень внимательны, мы увидим эту подсказку. Почему из-за стены,
Ну, как будто торчит или выглядывает какой-то предмет. Поэтому быть внимательному, мои дорогие скорпионы. Да, иногда это говорит о том, что мы можем быть сами на стороже. Это вы можете быть на стороже, потому что это больше сфера ощущений. Мы говорим, в каких энергиях мы входим в период именно с 11 по 21 января. Поэтому и вы можете быть где-то на стороже, потому что предыдущий период жизни был сложный, или вас уже кто-то там подвел, и уже никаких иллюзий не осталось. Но вы люди очень интуитивные, поэтому интуиция вам в помощь. Давайте посмотрим. Сфера ваших достижений или работа. Карта льстеца, когда нам кто-то льстит или говорит какие-то приятности, или дифирамбы буквально какие-то создает, а имеет при этом какие-то свои намерения и цели. Нам не говорят правды, но транслируют то, что мы бы хотели услышать, к примеру. Поэтому будьте, опять же, правда, внимательны. Через какую-то лесть может приходить, или, может быть, вы уже с этим столкнулись. Может быть, это внутреннее состояние, вам нужно что-то организовать, или вы сейчас, правда, у кого-то даже в личной, пусть жизни, какие-то подвижки начались или какие-то изменения, но окружают и другие персоны, другие люди, и есть те, которым вы не доверяете. Вы пытаетесь просчитать какой-то подвох, и, может быть, вполне тем, кто вам льстит или говорит что-то приятное в глаза, вы еще больше не доверяете. И такое тоже могу предположить. Давайте посмотрим, что же у нас любовь и личная жизнь. Вы знаете, у кого-то была ссора, и из-за этой ссоры вы не верите. С одной стороны, это карта, между прочим, примирения, конкретно, когда мы уже помирились. И у кого-то проиграется, когда вы примирились, может быть, со своим любимым человеком или восстановили какую-то дружбу, продолжили, может быть, отношения даже в тех случаях, когда прежний, может быть, союз у вас уже точно не сложился. У кого-то это могли быть и разводы, но понимаете, что остались ряд несогласованных вопросов, которые обсуждать придется. Поэтому хочешь или не хочешь, а общаться вынужден. И, скорее всего, Соломоново решение вы какое-то приняли. Но при этом вы тоже можете оставаться вот в таких энергиях, как бы да, есть важная персона, есть какой-то порядок, регламент, я ни вправо, ни влево не могу от него отступить, но и в то же время я держу руку на пульсе, потому что ожидаю теперь подвоха с любой стороны. Или, может быть, у вас есть какие-то темы, разработки, может быть, как ваши и достижения где-то по работе, может быть, вы хотите построить карьеру, и на то место, которое претендуете вы, претендует еще кто-то другой. И тогда, чтобы не замылить нам глаза, нужно быть тоже где-то реалистами. Давайте мы откроем второй ряд карт и посмотрим, что же, как будут развиваться события, как видят это карты. Это карта болезни, тем не менее, добавляется и карта слабости. Может быть, имеется в виду, это какая-то больной человек конкретно показан. Слабость в плане того, чтобы решить какой-то вопрос быстро. У кого-то может быть, я не хочу ничего решать, потому что слаб душой, к примеру. Ну, я, конечно, утрирую, но не секрет, когда у нас бывает настроение никудышное, мы думаем, вот прямо сейчас я никакие вопросы даже думать не буду, не то, что там решать. Хотя на кону стоит что-то вроде бы важное или какие-то прежние договоренности. Или вы, мои дорогие скорпионы, вы на что-то решились, вы сталкиваетесь с тем человеком, который тоже, но как-то непонятно себя ведет. И, может быть, уже прежде вы прояснили какую-то ситуацию, но человек в последний момент говорит: "А нет, а я сейчас не могу". Может быть, по части денег, иная ситуация, когда вы сейчас не можете изменить коренным образом, попросту не в ваших силах, тот или иной финансовый проект или получение денег, кстати. Может быть, изменения в системах взаиморасчета, и вы на это не влияете. Это карта слабости. То есть не буквально какая-то болезнь, а может быть именно я слаб в отношении или слаба в отношении того, чтобы изменить, к примеру, систему. Мы ведь систему взаиморасчетов не поменяем, правда? А пришли какие-то новости, или приходят какие-то новости, и вам нужно успеть где-то подстроиться под тот фарватер событий, который разворачивается. Но пока как действовать, наверняка мы еще не знаем и чувствуем себя где-то уязвленными или
слабыми. Вот есть и такой момент. Переложите на вашу жизнь, потому что у кого-то ведь может проиграться, когда, может быть, не вы сами, ваш родственник, кто-то из близких. Вы попросту помогаете тому человеку, который заболел. И это будет кто-то тот, кому вы не можете отказать. Или та личность, которая, ну, важна в вашей жизни. И вам нужно сначала как бы помочь, да, а тут у вас свои планы, и вы будете совмещать и помощь кому-то, и ваши поставленные цели. У кого-то проиграется и так. Какая-то есть материальная нагрузка для вас, мои дорогие скорпионы. И, может быть, для кого-то как раз это и надоело уже по части врага, если у нас идет, может быть, и не совсем враг, но вы думаете, что, а может быть, человек специально представляется, что он такой вот немощный или слабый. Это кто-то может выдавать слабость свою собственную, просить у вас, к примеру, в долг, а у вас на кону какие-то свои решения важные. Поэтому, да, по части денег в долг, с учетом вот этих трех карт, я бы сказала, лучше не давать, это точно. Но давайте посмотрим, что же здоровье тела и неслучайные случайности. Эта карта, так она и называется, ловушка, одним словом. И нам показан орел, парящий в небе, и сидит человек, который расставил ловушку, силки, пытается поймать птицу. И вот уже птицы слетаются, и он уже приготовился. Это ваши где-то ощущения, что вы кому-то не верите? Или все же две карты говорят о том, что будь внимателен, Скорпион, не случайные случайности. Если же мы на здоровье тела, здесь тоже где-то не попасть в какую-то зависимость или, иными словами, ловушку. Может быть, это вы с каким-то человеком столкнетесь. Я должна сказать, по части здоровья, это мой чисто такой профессиональный опыт. Вам могут предложить, к примеру, какое-то угощение, как в моей практике, ну, пару слов скажу. Было предложено, в какой-то из праздников красное вино. Именно один родственник предложил другому. Красное вино он подсыпал морилку. Раньше это было очень много лет тому назад. Так это была морилка для дерева. Она есть спиртовой раствор, а есть обычный порошок. Вот на ту пору еще выпускался порошок. И человек это выпил. И он был весь синий. Он был здоровый, он был трудоспособный, но пока это все токсикология выявила, что это такое, пока совместили одно с другим, в итоге человек был в очень дурацкой ситуации. Охраняйте себя сами, мои дорогие. Тут может быть любая ситуация, я вам просто случаи из практики, которых у меня великое множество. Ну, правда, враг и ловушка. Не случайные случайности. Ну, не можем мы зазеваться. А тут у нас на ваши достижения льстец, поэтому что-то может быть подано как нечто очень красивое или как доброжелательное. Просчитаться вы не можете в эти 10 дней. Давайте откроем, как будут развиваться события. Гнев– это конкретно злая женщина, которая, вот видите, даже стул бросила. Может быть, это ваше негодование по какому-то вопросу. Может быть, и вы как раз просчитаете такого льстеца или вот этого Немико. И такое могу тоже предположить. Давайте посмотрим, что же по части личной жизни нам скажут карты. И это карта досады, и это карта еще и гнева. В первую очередь, это когда мы гневаемся, и нам показана женщина, которая так вот перебирает нервно пальцами. Да, с кем-то могло быть перемирие, но сказать, что оно очень вдохновляет, оно скорее вынуждено. Может быть, вы и заключили, правда, с кем-то Соломонова решение приняли, да, или перемирие восстановили. Но сказать, что вы верите этому человеку, нет. Или вы можете, ну, где-то подозревать в том, что вам какую-то подножку сознательную делают, или по той ситуации, которая у вас сложилась в предыдущий момент, вы попросту тоже можете не доверять. Но смотрите, мои дорогие скорпионы, я уже обрисовала наиболее подробно, как это возможно. Но в оракуле Сибила есть такое правило, что если бы из выпавших карт, вот у нас сколько их выпало, в одной из сфере у нас совпали масти, а у нас ни в одной из сфер не совпали масти. Так вот, если бы они совпали, значит, это было бы то, что вам особенно нужно ну, как бы взять во внимание или быть осторожным, или наоборот, где-то ну, рассматривать, может быть, данных людей то в микроскоп, то в бинокль.
Но нет такого. Мы бы тогда достали дополнительные карты. Но оракул не предусматривает, чтобы мы доставали какие-то дополнительные карты, если у нас выпадают разные масти. Почему? А потому что у вас все находится под контролем. И значит, я могу предположить, что это где-то могут быть ваши ощущения. Это и ваш гнев, это может быть как новость какая-то, которую вы узнаете по части денег, потому что вы какую-то ситуацию не можете изменить. И вроде все начинается очень неплохо, но есть какая-то, может быть, даже мелочь, которая вас может в эти 10 дней выбить из колеи. А тем не менее, вам нужно быть внимательным. В это время вам нужно куда-то не торопиться, я бы сказала даже так. Давайте мы попробуем на колоде ангелов. Что же будет касаться в эти 10 дней по части вашей адаптации и организации? Что вы будете адаптировать конкретно? И адаптация – это наше внутреннее состояние. С чем это будет связано? Королева воздуха или королева мечей – это независимая позиция. Вы можете столкнуться с таким человеком, но мы все-таки смотрим на вас, поэтому, когда мы никому ничего не рассказываем, вот, кстати, и это сияние, сияние практически интеллекта и карта компетентного человека. И когда уже есть возможность, и в принципе как-то складываются очень удачные обстоятельства, когда мы можем остаться довольны и мы можем радоваться. Вот в целом все это вместе совмещает эта карта и одновременно говорит о вашей сильной позиции. Поэтому настроение, вот я так вижу, все же все эти по оракулу карты больше будут символизировать ваше настроение. Может быть, в душе еще и гнев. Может быть, и не совсем прямо так вот все складывается, как вы бы хотели. А тем не менее, позиция у вас сильная. Давайте, что вы еще будете организовывать? И мечи – это что-то может быть связано с законом, с документами, с бумагами или с какими-то важными решениями. И посмотрите, вас может раздражать, или вы можете досадовать, или чувствовать вот эту слабость, потому что вы себе наметили какой-то регламент по части времени. Вы себе установили какие-то сроки, а тут как раз может что-то задерживаться. Тогда помните, добрые дела наспех не делаются. Семерка земли. Здесь все придет в свое время. Нет никаких предупреждений. Давайте еще. Что же вы будете адаптировать? Шикарно. Деньги вы получите. Поэтому, если вы чувствуете или сейчас у вас какая-то ситуация не проясняется по финансам или по части, откуда к вам приходят деньги, что-то не согласовывается. Вот эта карта – это когда мы более чем остаемся довольны. Это карта не просто нашего успеха, а карта практически процветания, мои дорогие, возможностей, ресурсов. Нам показан мальчик, который под мышку где-то так и сжимает рукой книгу. Мы готовы что-то изучать, исследовать новое. Ребенок показан, значит, новые какие-то начинания и, безусловно, деньги, какие-то новые возможности. Поэтому, если есть какие-то сложные эмоции, у каждого здесь по-своему, давайте, вот здесь, может быть, видно лучше, чуть отсвечивает, вы в моменте того, когда вы можете как раз свои намерения и цели осуществить. Да, может быть, придется что-то изучить. И даже если на самом деле существует сложный вопрос, мои дорогие скорпионы, есть и возможность преодолеть эти препятствия. Более того, я бы сказала так, вам судьба может какую-то преграду посылать именно для того, а вы люди сильные, чтобы вы преодолели, и это будет начало вашего изобилия, процветания каких-то новых возможностей и важных свершений. Ну а если мы про деньги, то деньги придут, если они, допустим, задерживались. Что вы будете организовывать в эти 10 дней? Да, действительно. Сообщение вы получите, может быть, и деньги вы получите, я уже сказала. Но и учение. Паж Земли, он готов учиться. Вот, наверное, этот мальчик, та же самая книга. Но уже теперь это уже как получение какой-то новой степени или какие-то новые возможности, когда радость вообще приходит с каким-то известием на ваш порог, и нам говорят, практически все готово.
или как вы уже какой-то путь проделали, и теперь вы получите результат. Но мы продолжаем учиться по этой карте, потому что, да, Паш, это и еще, и уже точнее, это не один какой-то туз, туз это начало всегда, или это как возможность, но и продолжение какое-то следует. Поэтому тут по части денег какая-то история у вас будет развиваться для вас с большим плюсом. Что вам придется еще организовывать? Двойка жезлов. И в этой колоде, обратите внимание, партнерские отношения и одновременно карта прогресса. Как минимум один есть партнер, который может быть вам надежным подспорьем. Или когда вы вдвоем, хоть и говорят чаще двойка жезлов, это карта прошлого или какой-то ситуации прежней. Но в этой именно колоде это имеется партнерские отношения, когда два разных человека смотрят в одном направлении. И, может быть, по части бизнеса есть какие-то неувязки или конкретно партнер заболел, у кого-то так может тоже проиграться, или ряд вопросов зависли в воздухе. Вы не можете прямо сейчас быстро что-то согласовать. Поверьте, вы отстроите новую концепцию, которая будет лучше, чем прежняя. И есть все равно тот человек, на которого вы можете положиться. Может быть, это у кого-то будет означать то, что по личной жизни какие-то партнерские отношения, которые не совсем про любовь, а как раз больше про дружбу, и продолжение тоже какое-то следует. Это само по себе составление планов с каким-то вашим партнером. Ну, наверное, вот вершина всех наших раскладов – это карта императрицы. Это создание какого-то нового, может быть, как и союза, или пересмотр прежних отношений. Такое тоже может быть. Опять же, идет процветание, мои дорогие, абанданса. Это уже какой-то успех, изобилие и, безусловно, деньги. Ясно, по императрице по-другому не бывает. И ваши последующие действия. Но это всегда символ нового «я». Это символ новых возможностей, изобилия, процветания, решения вопросов самых разных и по части личной жизни. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, если это откликается в вашей жизни на состояние, когда вы ждете ребенка, сообразно возрасту, понятно, и вашим намерениям и планам. Для кого-то из вас императрица, она очень плодовита. Это просто рождение новой идеи или выход из затруднительного положения. Судя по картам Таро и карте императрицы, вы решаете как раз много вопросов или для себя проясняете таковые, когда все становится на свои места, когда больше оптимизма, больше возможностей приходит на ваш порог, творческие планы, амбиции и, кроме всего прочего, и благополучие само по себе на этой неделе оно присутствует. И значит, вот эти карты оракула Сибила будут говорить о том, что сильные эмоции могут быть у вас, я не утверждаю, но могут быть на начало, где-то 11, 12, может быть, 10 января. И они могут продолжаться еще в течение последующих 10 дней. А все равно какая-то, как история вашей жизни, история судьбы пытается вас таким, может быть, образом вывести на другую траекторию. Потому что по карте императрицы есть предыдущая какая-то перезагрузка, она предусмотрена, потому что, как я говорила, это символ или обновление собственного «я». У кого-то изменения в личной жизни, правда, тоже может быть. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.